Ну что, друзья, у нас сегодня человек, который не часто, наверное, бывает именно в роли того, кому задают вопросы. Он всегда был далек, вроде он только жал, пауэрлифтинг, и тут заразился, и все, и понесло. Будущее. То есть вот ты же снимал разные направления. Большое, вот сейчас никуда не пропадет. Все равно о нем будут помнить, и когда бы он не захотел вернуться, он это может сделать, и как бы я буду первый, кто ему поможет. Приветствую всех. Ну что, друзья, у нас сегодня человек, который не часто, наверное, бывает именно в роли того, кому задают вопросы, у кого берут интервью. Это человек, который берет интервью у самых топовых российских спортсменов, и не только российских. Андрей Луценко сегодня с нами на выезде. Вот, поэтому, воспользовавшись этим случаем, тоже зададим пару вопросов. Вот, в целом про спорт, про армрестлинг, конечно же. Прежде всего, ты как человек, который находишься на острие всего спорта сейчас, вот подскажи, сейчас ты видишь какие-то изменения в целом в силовом спорте вот после начала пандемии, потом военной спецоперации? То есть как сейчас вообще в России складывается обстановка? Честно говоря, я какое-то время из спортивной движухи, как говорят, был полностью выключен. И только сейчас вот понемногу начинаю снова видеть людей, старых знакомых, то есть смотреть, кто в какой форме. Спасибо, что и в такой неформальной обстановке случается. То есть сейчас здорово, что и силовое направление, оно как бы живет, то есть силовые фестивали проводятся. Вот совсем недавно был фестиваль, на который я не выбрался, но тем не менее. И армрестлерское движение сейчас как бы живет за счет того, что и поп направление, оно как бы набирает обороты, и спортсмены-любители, спортсмены-профессионалы именно в классическом армрестлинге тоже это направление активно живет, и за этим интересно наблюдать. То есть вот если раньше, в первые годы существования моего проекта, я от темы армрестлинга был значительно далек, да, то есть сейчас я... Ближе. Да, то есть естественно я здесь чужд пока что, но мне нравится за этим наблюдать, и то есть люди вроде как не прогоняют, поэтому... А когда начнешь бороться, тогда... Это отдельная просто за стол становиться, с разными соперниками, тогда я думаю точно. Видишь, Кирилл Сарычев тоже, вроде как он всегда был далек, вроде он только жал, пауэрлифтинг, и тут заразился, и все, и понесло. Кто хотя бы один раз. Ну вот на самом деле я архивы не так давно поднимал, и вот он года 4 назад приезжал там к Денису, чуть попробовал, чуть потом, ну я подумаю, посмотрю, да, но потому что параллельно с жимом ему это тяжело было делать, соответственно, это я прекрасно помню, как мы это обсуждали, это все равно конфликтные истории, это совершенно различные нагрузки, и когда цель была жать, боялся порваться за столом, когда, соответственно, как бы лифтерская история осталась в прошлом, соответственно, сейчас он может сосредоточиться с парнями. Вот я слышу отзывы о том, как боролись с ним, то есть отмечают его прогресс. Людям это интересно, и он понимает этот интерес, понимает, что на его соревнованиях, на его фестивалях, может быть, в будущем эта тема может быть реализована вдвойне за счет его участия, поэтому правильно делает, что борется. Люди говорят, что получается, значит, нужно продолжать. Тем более, что, опять же, зарубежные примеры показывают, что и тот же Ларри Уэллс и другие примеры, что атлеты из других дисциплин со временем могут приходить в армрестлинг на каком-то своем уровне, но привлекать значительное внимание к этому. Поэтому хорошо, что он это делает. Слушай, вот если не секрет, почему выпадал, как ты говоришь сейчас, из спорта? Потому что, то есть, как часто бывает у блогеров, то есть, как бы пресыщение вот этой информации, медийности, хочется немножко отстраниться, отдохнуть. Нет, у меня никакого в этом плане пресыщения не было. У меня исключительно это было связано с всем периодом после 24 числа, поэтому, соответственно, это касается меня и очень многих людей в моем непосредственном окружении, поэтому, соответственно, там условно весной мне было совсем или практически не до спорта, поэтому сейчас вот летом по чуть-чуть
стараюсь освещать. Людям это тоже нужно, поэтому что могу, делаю. Ну, то есть, как минимум, действительно, это важно. То есть, чтобы тоже и спорт, да, чтобы молодежь отвлекалась на это. Слушай, ну как думаешь, у армрестлинга есть медийное будущее? То есть вот ты же снимал разные направления. Большое. Вот сейчас только что был очередной King of Table, какой четвертый уже, да, то есть в Дубае проводился, и те авторы, те блогеры, которые были там на месте, то есть они наблюдали там какие-то цифры по продажам, они наблюдали у себя на каналах историю. Понятно, что как бы Девон Ларат и Леван Сагенашвили — это два топа, которые автоматически привлекают к себе внимание, и то есть там Девон проделал большую работу для того, чтобы внимание к этому привлечь, но сам по себе факт, что если бы это движение было как бы пассивное, инертное, да, то есть направление дисциплины, то все равно бы зритель так не реагировал. А так зритель в ожидании новых лиц, новых идей, новых противостояний, нового какого-то там умеренного, да, насколько это уместно там в армрестлинге трэш-тока, который там, может быть, Девон демонстрировал и так далее. И сразу же очень хорошие показатели как для спорта, по просмотрам, по комментариям. Леван не очень активно ведет свой канал, но у него там 1000 комментариев. Девон очень активно ведет свой канал, у него там просто разрыв сейчас по активности. Поэтому потенциал есть, все живо, и на самом деле вот Леван сказал, что после поединка с Девоном его спросили, с кем бы ты еще хотел постоять. Осталось только одно имя, с кем он еще не стоял, Денис. Поэтому... Этот человек сегодня здесь. Да, поэтому как бы это большой знак вопроса, который будет висеть и который будет вызывать определенную интригу. И если вдруг когда-то что-то сложится, то, ну, конечно, это будет еще один взрыв интереса, еще один приток внимания к армрестлингу. Это было бы очень круто, чтобы получилось, но, опять же, те, кто в теме, понимают, что это зависит от настолько многих факторов, что там желание точно у организаторов найдется, средства найдутся, у атлетов есть, все упирается как бы в факторы, которые там не зависят даже от самого Дениса, поэтому нам остается только ждать и надеяться, что такое событие произойдет. Жалеть, что это событие не произошло несколько лет назад, но в любом случае это было бы хорошо для армрестлинга, конечно, да. Смотри, а вот если опуститься на более низкий уровень, ну то есть берем поп-арм, вот насколько я знаю и смотрю из социальных сетей, то есть ты один из, можно сказать, единиц, немногих, которые вытащили Смаева из его вот этого небольшого населенного пункта, да, из его места жительства, да. Как ты думаешь, то есть есть ли шанс, что все-таки он когда-то попадет в соревновательные дисциплины? Насколько мы смогли наблюдать, он именно больше такой спортсмен, который тренируется для себя. Он человек процесса, да. Да. Многим бы было интересно увидеть его зарубы. 100%. Это было бы интересно, но он действительно человек процесса, и я имел время и возможность это наблюдать, когда ему с трудом давались какие-либо выезды, какие-либо коммуникации дополнительные, кроме там своего непосредственного тренировочного окружения своих друзей. Поэтому каждый раз, когда мне в очередной раз кажется, что Андрей в большой спорт не хочет, не придет, каждый раз я себе напоминаю, насколько он молод. Я просто каждый раз забываю, ему там 23 или 24 года. Но он совсем молодой человек, и то есть его потенциал при нем. Было бы здоровье, у него всегда остается большой запас для того, чтобы он не уходил, чтобы возвращаться, но для того, чтобы, так сказать, по полной войти в спорт, полноценно тренироваться, подойти все-таки к соревнованиям и так далее. Все говорят о его потенциале, и та шумиха, которую он в свое время надел, она никуда не пропадет. Все равно о нем будут помнить, и когда бы он не захотел вернуться, он это может сделать, и как бы я буду первый, кто ему поможет, и точно не единственный. Но в том плане, что как бы оказывать на него какое-то давление, то есть его призывать и так далее, то есть я какие-то попытки совершал, то есть со своей стороны какие-то плюсы для него выделить, почему имеет ему смысл двигаться в этом направлении, и что у него действительно очень большие перспективы в любом отношении и практически в любой дисциплине.
Но потом я для себя понял, что вот сейчас ему так. То есть это как бы не тот человек, на которому на пользу идет давление, которое я оказываю. То есть я ему подружески посоветовал, он меня услышал, и я понял, что нужно просто подождать. И когда он сам к этому придет, опять же, я, как и раньше, буду рад ему помочь, потому что я очень с его стороны ценю ту возможность, которую он мне когда-то дал, потому что новые герои — это всегда очень интересно. В свое время, когда вот как раз-таки разгар пандемии был, до его Нижегородской области чрезвычайно сложно было добраться, и несколько месяцев мы просто были на голосовых сообщениях, и вот наконец-то я до него добрался, и он как бы честно, открыто показал вот как и что. Людям тогда это было очень важно, и круто, что именно у меня была возможность это показать, поэтому я надеюсь, что просто в этой истории будет продолжение, но пока что я сам не помню, сам не помню, когда я Андрея даже слышал просто в WhatsApp, поэтому сейчас он своими делами, видимо, занят. Будем ждать. Слушай, ну и, наверное, один тоже из последних вопросов. Спорт спортом, да. Но все-таки, я думаю, многим было бы интересно немножко вернуться в твое прошлое. Вот расскажи немножко, как ты вообще пришел к тому, чтобы начать заниматься блогерством, снимать контент. Ну, первый вопрос, да, на эту тему. Мне просто нравился спорт. Но я сам отношения к спорту не имел. И я работал на телевидении, начал работать на местном телевидении, и со временем просто так получилось, что в тот момент никто не переводил видео, не озвучивал их, а я вроде как какие-то новостные ролики у себя на работе озвучивал, и подумал, что если мне нравится спорт, и я все равно что-то озвучиваю на работе, ну можно попробовать это как-то сделать. Конечно, получалось коряво, но даже корявые попытки тогда, когда альтернатив не было, все равно у людей вызывало какую-то обратную реакцию, связь, поддерживала мой энтузиазм на первых этапах, и потом как-то вот это настолько долго происходило, что как бы резкого какого-то импульса не было. Сейчас у людей там до 1 миллиона скачок больше может произойти за полгода, за год. У меня это заняло там, я не знаю, лет 7. Это настолько вот просто длинный постепенный процесс был, что это происходило очень как-то органично, естественно в моей жизни, и не было такого, что вот я все бросаю и начинаю заниматься. Это просто вот как-то по чуть-чуть происходило, просто удачное сочетание того, что спорт мне нравился, людям нужен был какой-то контент, а у меня было просто на начальном этапе какой-то доступ, даже не к собственной, а к казенной, как говорят, звукоаппаратуре, поэтому... Слушай, ну какие бы ты вот дал 3 совета вот на основе своего опыта начинающим блогерам? То есть, что главное, там, дисциплина, качество контента, или там частота выкладывания, или... Когда я начинал этим заниматься, все этим занимались исключительно ради интереса, творчества, какого-то порыва эмоционального, что-то вкладывали свое, и люди это ценили. После пришло время больших денег на YouTube, и все начали на YouTube приходить за деньгами. Поэтому я могу посоветовать приходить на YouTube именно с точки зрения что-то дать людям, что-то в себе раскрыть дополнительно, да, то есть чтобы речь шла о пользе, о творчестве, о созидании, и уже после, если вы этим руководствуетесь, то да, какие-то средства, деньги приходят. Когда вы сразу же заходите с точки зрения заработать, это другая история, тут я посоветовать не могу, потому что у меня такого никогда не было, поэтому нужно заходить с тем, что интересно, нужно заходить с тем, что может быть полезно людям, и не делать ставку на бюджеты, на камеры, на, не знаю, в первую очередь монтаж там и так далее. То есть вначале идет твоя собственная заинтересованность, насколько ты вкладываешься в контент, твое желание, твои свежие идеи, и только после все остальное. Поэтому на YouTube есть популярные каналы, которые делаются буквально на коленке, но их смотреть одно удовольствие, потому что человек буквально горит и отдает всего себя в кадре, ему самому это интересно. И после там, наоборот, за некоторыми каналами
началами можно проследить, которые там 13-14 год, они точно так же горели, а после уже коммерция пришла, все, там целые команды, шоу и так далее, и ты вроде смотришь, круто, какой прогресс и эволюция, но на самом деле вот того самого, за что ты когда-то на них подписывался, уже вроде как нет, и ты спрашиваешь себя, подписался бы я сейчас на это? Ну, не факт. Поэтому оставаться собой, любить то, чем ты занимаешься, и стараться, чтобы это приносило пользу людям. Тогда это не только YouTube касается, это всего, мне кажется, по жизни касается, но и YouTube тоже. Поэтому вот такой вот у меня талант общими фразами уходить от любых вопросов. Спасибо тебе, что приехал. Еще пожму на камеру руку. Там уже борьба за столом происходит, так что все самое интересное уже. Пропустим, да, надо скорее. Давай тогда сфоткаемся еще. Ну, деваться некуда. У него сейчас армфайт с Жухом, да, на левую руку. И по договоренности Давид должен сбросить вес.